Всем большой привет, я Татьяна Бугри и добро пожаловать ко мне в мир ноготочков. В одном из прошлых видео я рассказывала про нюансы работы в наращивании с помощью верхних форм. А сегодня ко мне пришла клиентка, которая сама себе выполняла наращивание в этой технике. Одной рукой у нее получилось сделать красивые миндали, а вот на второй руке вышло не все так идеально. Где-то форма плотно не прижалась и получился прямо-таки карманчик. А когда начала снимать цветное покрытие, оказалось, что есть отслойки у кутикулы, и произошли они потому, что материал вылез из формы прямо на кожу. А это, как мы с вами знаем, допускать ни в коем случае нельзя. Результат налицо: отслойки. Got no money, I got no ride. Think I got lost in your flawless eyes, and now I'm wasting all my time on guys like you. So you thought that I'd learn by now, but it's that 4-year-old kid still talking. But were we still talking about that? I guess it's much easier for you. Why is it so much easier for you? Для хорошей сцепки материала с натуральным ногтем нужно взъерошить чешуйки, и я делаю это пилочкой. Как вы заметили, на этой руке я оставила форму квадрат, а на второй руке мы оставим форму миндали. Вот такая креативная у меня модель. Более того, это моя зрительница уже долгое время, и думаю, теперь понятно, откуда у нее эта идея с разными руками. Я только за, поддерживаю, поэтому с удовольствием буду делать ей разные ручки. Покрытие на этой руке довольно свежее, и по хорошему счету коррекцию здесь делать еще рано. Но все же я свяжу маникюр на этой руке и сделаю разный дизайн на двух руках. Такое впервые в моих видео происходит, при этом дизайны у нас будут кардинально разные. What did you say? This is going great. I felt it, so I just fought it. I don't know what I've started. We fall in love. Yeah, some of it still feels amazing. I'm here and I'm caught up dreaming. Jaded and sorry, sorry, slow you want. I guess it's much easier for you. Why is it so much easier for you? I guess it's much easier for you. Why is it so much easier for you? I guess it's much easier for you. Why is it so much easier for you? I guess it's much easier for you. Why is it so much easier for you? Кутикулы практически нет у этой клиентки, я по части обтериги, и как у большинства себяшек, получается так, что одна рука выполняется в один день, а другая в другой, и часто может произойти это через неделю даже. Поэтому на второй руке делаю практически полноценный маникюр. All my mind intimacies, all I need from you to me. All my mind intimacies, all I need from
Цвет камуфляжа, который здесь был до меня, не самый приятный. Ногти как будто бы йодом намазали. Такой камуфляж у меня был от ТНЛ. А йодом я раньше мазала ногти, чтобы они были крепкими. Был такой миф. Кто делал так же, признавайтесь. Ну что ж, дальше покрываем наши ноготки. Первым делом идет всегда база, а после ее просушки ботл-гель наношу. Делаю им коррекцию. В технике выравнивания гель-лаком очень удобно. А пока сушится этот ноготь, на второй руке после просушки базового слоя наношу плотные блестки, или их еще называют жидкая фольга. Делаю я это на все 5 пальцев в один слой. Отправляю в лампу, а дальше беру цветной конструирующий гель и наношу его, отступая по миллиметру от каждого края. Я сделала такой тонкий слой, а затем сразу же ставлю каплю выравнивающую для плотности цвета. Тогда у меня получается интересный эффект с этими блестками. Тем временем я привожу в порядок вторую руку с квадратными ногтями. Пилочкой создаю четкие линии на свободном крае. Это обязательно для нашего дизайна. И в целом квадраты должны быть с ровными четкими линиями. А материал их, к сожалению, сглаживает, поэтому я всегда пилочкой стараюсь поправить. Затем я выпиливаю лишнее с обратной стороны ногтя тонкой фрезой. И получилось так, что вторую руку я уже завершила. Покрываю ее топом, а на квадратной руке только все начинается. Я надеюсь, что такой съемкой не запутала вас такими скачками. Дайте знать, пожалуйста, в комментариях. Если не нравится, я так больше снимать не буду. Для этой руки я приготовила тоже необычный дизайн, но он будет хорошо сочетаться со второй рукой. Теми же блестками я покрываю кончики ногтей. Сразу на все 5 пальцев делаю нанесение, так как эти блестки совершенно не растекаются. Сушим в лампе, и дальше я выбирала плотный цветник голубого цвета, и я нашла такой у Космопрофи. Он максимально подходит оттенком под гель на второй руке. Этим цветом я рисую ногтевое ложе под френч, но сам френч уже нанесен, и он в виде блесток. Получается так, что выполнение выходит такое шиворот на выворот. Но тем и интереснее, мне кажется. Тонкой кистью помогаю сделать границы, где будет заканчиваться ногтевое ложе, и заполняю все это цветом. Гель-лак очень плотный, и я оставлю его в один слой. Но нельзя оставить его толстым слоем, иначе он не просохнет. Тонкой кистью довожу и под кутикулой и отправляю сушиться в лампу. Тем временем подпиливаю мелочи на второй руке и решила сделать вот что. Покрываю матовым топом большой ноготь. Просушиваем его в лампе и затем обычным глянцевым топом без липкости рисую ушки зайчика. Делаю это объемно. К
ушкам добавляю мордочку, сушу в лампе 10 секунд, чтобы только подхватился топ. Добавляю носик и досушиваю весь орнамент еще 30 секунд в лампе. Время очень для нас важно, иначе не прилипнет втирка, если пересушить. Я взяла серебряную втирку и втираю ее спонжиком, а после этого покрываю топом. За контур ушек и самого зайчика выходить нельзя. Hiding out undercover. Call me when you're all alone. Сушим в лампе топ, убираем салфеткой все лишнее, и маникюр готов. Возвращаясь к другой руке, и здесь у нас остался тоже последний элемент. И это блестки от кутикулы, все те же блестки. Немного наносим у кутикулы и растягиваем их, чтобы получился плавный переход. И все, покрываем топом наш маникюр, и на этой руке тоже готов. В результате у нас два крутых дизайна, две разные совершенно руки. И напишите, какая вам понравилась больше, хотя сделать выбор, очень сложно. Эти руки разные, но их кое-что объединяет. А чтобы из этих дизайнов хотели бы повторить больше вы? Не забудьте лайк за 2 маникюра в одном видео, и спасибо, что были сегодня со мной. Всем желаю творческих успехов и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока!